Друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам покажу, как связать вот такую салфетку для сервировки стола крючком. Данная салфетка связана по дизайну Ирины Малеевой. В Instagram вы можете ее найти, ее ник Ириска Бит. В описании к этому видео я оставлю ссылку, обязательно подписывайтесь. Данная салфетка у меня получилась в диаметре 34 сантиметра. Вязал я ее крючком 2,5. Диаметр этой салфетки варьируется, так как эти ряды, начальные и центральные, вы можете сделать как меньше диаметром, так и больше, как вам будет удобно. Данная салфетка с рельефом очень шикарно смотрится на столе. Всем приятного просмотра. Поехали! Итак, для начала работы нам нужно сделать скользящую петлю, либо еще называют кольцо амигуруми. И в это кольцо нам нужно будет провязать 8 столбиков с одним накидом и между столбиками по одной воздушной петле. Скользящую петлю, либо кольцо амигуруми, которое я буду делать, вы можете заменить просто 5 воздушных петель и замкнуть их в кольцо. Мне же удобнее делать кольцо, я сделаю кольцо. Итак, для этого я беру нить, кладу на 2 пальца, придерживаю большим, оборачиваю нить вокруг пальцев и здесь скрещиваю мизинцем, придерживаю нить. Здесь у нас образовался крестик. Под первую нить я вставляю крючок и вытаскиваю вторую нить. Чуть-чуть подкручивая, у меня образовалась вот такая петля. Я цепляю крючком нашу рабочую нить, и в эту получившуюся петлю я вытягиваю нашу рабочую нить. Затем я освобождаю пальцы, и вот у нас получилось кольцо. Сделали одну петлю. Я делаю еще 2 воздушные петли. Получилось 3. Они мне заменяют, 2 петли заменяют столбик с одним накидом, и 1 петля это будет арка одной воздушной петли между столбиками. Всего в это кольцо я провяжу вместе с начальным 8 столбиков с одним накидом и между столбиками по одной воздушной петле. Так, одну я сделал, делаю накид на крючок и в кольцо начинаю вязать столбик с одним накидом. Далее воздушная петля, накид на крючок, столбик с одним накидом в кольцо, воздушная петля, столбик с накидом в кольцо. Итак, я провязываю 8 столбиков и между столбиками по одной воздушной петле. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Последний столбик, 8 и последняя воздушная петля. Далее вот этот кусочек нити я за него тяну и затягиваю наше колечко так, чтобы у нас образовался первый ряд. Эту нить, кусочек, я вот так кладу сверху рабочей нити. И здесь теперь во вторую воздушную петлю подъема я соединяюсь соединительной петлей. Вот таким образом. Далее эту нить я возвращаю и буду вот так оборачивать и прятать уже в работу. Затем, если у меня останется там еще кончик, я его обрежу. Итак, приступаем ко второму ряду. Делаем одну воздушную петлю подъема. В этом ряду мы будем делать вокруг каждого столбика предыдущего ряда, мы будем выполнять 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом.
воздушную петлю подъема сделали, накид на крючок, и вот вокруг первого столбика, который у нас были воздушные петли подъема в предыдущем ряду, вокруг него я вяжу рельефный лицевой столбик с одним накидом, накид на крючок, второй столбик, накид на крючок, третий столбик, 3 столбика вокруг одного рельефных лицевых. Далее 1 воздушная петля. Вот эту петельку я сейчас сюда вперед работы кладу, накид на крючок, вокруг следующего второго столбика я делаю также рельефный лицевой столбик с одним накидом. Далее этот кусочек нити я обратно сюда, чтобы его прижать последующими столбиками. И еще 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг этого же столбика. Воздушная петля. Далее опять эту нить я кладу перед работой, накид на крючок, вокруг следующего столбика опять делаю рельефный лицевой столбик с одним накидом, возвращаю нить, и сейчас прижмем эту нить нашими оставшимися 2 рельефными лицевыми столбиками. Так, 3 столбика выполнили, воздушная петля. И так далее. Продолжаем вязать до конца ряда. Вокруг каждого столбика вяжем по 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Итак, я провязал второй ряд до конца. Я выполнил вокруг каждого столбика с одним накидом 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом, и между группами из этих 3 столбиков у меня везде по 1 воздушной петле. Вот я выполнил последние 3 столбика, сделал 1 воздушную петлю, и теперь соединительной петлей я соединяюсь в первый столбик. Вот этот кусочек нити я обрежу, он у меня здесь в работе весь спрятан, все будет держаться как нужно. Итак, приступаем к третьему ряду. В третьем ряду у нас будут прибавки 2 столбика в первый столбик и 2 столбика в третий столбик каждой группы. И между группами также будет по 1 воздушной петле. Итак, 1 воздушная петля подъема. Вяжем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг этого же первого столбика. 1, 2, 1 рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг второго столбика предыдущего ряда. Вокруг третьего делаем также прибавку 2 столбика рельефных лицевых с одним накидом. Далее у нас идет 1 воздушная петля, и следующая группа из 3 столбиков делаем точно так же. Вокруг первого столбика делаем прибавку 2 столбика, первый, второй. Вокруг среднего столбика из 3 мы делаем 1 столбик, и вокруг третьего столбика мы делаем прибавку 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. И между этими группами у нас 1 воздушная петля. Вяжем так до конца ряда. В конце ряда соединиться соединительной петлей с первым столбиком. Итак, я провязал третий ряд до конца, выполнил прибавки вокруг первого и третьего столбика предыдущего ряда и вокруг среднего столбика по столбику.
И в каждой группе у меня получилось теперь по 5 столбиков. Последняя воздушная петля. И я делаю соединительную петлю в первый столбик. Так, приступаем к четвертому ряду. В четвертом ряду у нас нет прибавок. Мы просто вяжем по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом вокруг каждого столбика предыдущего ряда. То есть у нас будут группы такие же по 5 столбиков и между группами по одной воздушной петле. Так, я сделал одну воздушную петлю подъема, накид на крючок, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого столбика, накид на крючок, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг следующего. И так вяжем по столбику вокруг каждого столбика. Вот 5 столбиков, воздушная петля и также со следующей группой вокруг каждого столбика по столбику. И так далее продолжаем вязать до конца ряда по столбику вокруг каждого столбика и между группами также по одной воздушной петле. Вяжем так до конца ряда. Итак, я провязал четвертый ряд до конца. Выполнил вокруг каждого столбика по столбику и по воздушной петле между группами из этих столбиков. Выполнил последнюю воздушную петлю и в первый столбик соединяюсь соединительной петлей. Так, далее приступаем к пятому ряду. В этом ряду у нас будут прибавки. Также по 2 столбика вокруг первого и вокруг последнего в группе. И между группами по одной воздушной петле. Я сделал воздушную петлю подъема, накид на крючок. И вокруг первого столбика вяжем 2 столбика рельефных лицевых. И по рельефному лицевому столбику по одному с одним накидом вокруг следующих 3 столбиков. Вокруг следующего столбика, пятого, крайнего в этой группе, делаем прибавку 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Далее 1 воздушная петля. И далее продолжаем также вокруг первого столбика делаем прибавку из 2 столбиков рельефных лицевых. Затем у нас идет 3 столбика по одному рельефных лицевых. И вокруг крайнего столбика в группе делаем прибавку из 2 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. И между этими группами по воздушной петле. Итак, продолжаем вязать до конца ряда. Итак, я провязал 5-й ряд до конца, выполнил прибавки в каждой группе по краям, в крайние столбики первый и последний в группе, и 3 столбика одинарные в центре группы. Приступаем к 6-му ряду. 1 воздушная петля подъема. Этот ряд у нас будет без прибавок. Вяжем просто по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом вокруг каждого столбика в предыдущем ряду. И между группами у нас также мы вяжем по 1 воздушной петле. То есть у нас здесь уже 7 столбиков.
и 1 воздушная петля. Этот ряд у нас без прибавок. Вяжем просто вокруг каждого столбика по рельефному лицевому столбику с 1 накидом. И не забываем делать между группами по 1 воздушной петле. Вяжем так до конца ряда. В конце ряда, как обычно, делаем 1 воздушную петлю и соединяемся в первый столбик. Итак, провязали 6-й ряд до конца, выполнили по столбику рельефному лицевому вокруг каждого столбика в предыдущем ряду и между группами столбиков по 1 воздушной петле. Приступаем к 7-му ряду. 1 воздушная петля подъема, и здесь у нас прибавки. Все то же самое, прибавки в крайние столбики. Накид на крючок, и вокруг первого столбика вяжем прибавку. 2 рельефных лицевых столбика с 1 накидом. Рельефный лицевой столбик с 1 накидом вокруг каждого следующего столбика до крайнего. Сейчас в этом ряду получается 5 столбиков. И вокруг крайнего столбика делаем прибавку. И 1 воздушная петля между группами. Все, вяжем так до конца ряда. Систему, я думаю, что вы уже поняли по прибавкам. Сейчас будете вязать самостоятельно до того диаметра, который будет вам необходим. Остановиться вам будет нужно на ряду, где будет прибавка. Вот, например, сейчас мы вяжем 7-й ряд с прибавками, и вас устроит этот диаметр. Все, останавливайтесь, и далее я уже вам покажу, как вязать. Если нет, тогда вяжите дальше. То есть вот 7-й ряд у нас с прибавками, 8-й ряд просто вокруг каждого столбика вяжем по столбику. 9-й уже будет у нас прибавка. Потом опять 10-й по столбику, 11-й прибавка. И так чередуете. Ряд прибавка, ряд просто столбики. Прибавки вот в крайние столбики. Все, я думаю, в принципе, все понятно. Вяжите так до диаметра, который вам необходим. Итак, вот вы провязали количество рядов, которые вам нужно. Остановились на ряде, где у нас прибавки. Вот я провязал ряд с прибавками. Я не знаю, какой по счету это у меня ряд, но по размеру у меня получилось, ну вот, где-то 19 сантиметров. Но еще это все будет блокироваться, все будет намного ровнее, чуть-чуть еще она увеличится. Но меня этот размер сейчас устраивает. Так, далее приступаем к следующему ряду. По рисунку, так как мы раньше вязали, у нас в принципе должно быть здесь только столбики с 1 накидом, рельефные лицевые, без прибавок. А здесь 1 воздушная петля. Но мы в этом ряду делаем немножечко по-другому. Вместо 1 воздушной петли мы будем сюда, в эту арку 1 воздушной петли, провязывать столбик с накидом. Все, вот в принципе и вся разница. То есть, как и раньше, после ряда с прибавками мы выполняем по рельефному лицевому столбику с 1 накидом вокруг каждого столбика предыдущего ряда и делали 1 воздушную петлю между этими группами. А теперь мы не будем делать 1 воздушную петлю, мы выполним столбик с 1 накидом. Итак, провязывайте все ваши столбики, сколько у вас получилось. И сейчас, когда дойдем до сюда, я покажу. Все, вот вы провязали
вокруг каждого столбика предыдущего ряда по столбику, вокруг прибавок тоже по столбику, везде по одному. У меня здесь всего 15 столбиков. То есть вот я дошел до ряда, где у меня были прибавки, и между прибавками у меня 13 столбиков. Так, сейчас мы должны сделать одну воздушную петлю, арку, но мы не будем ее делать. Вместо нее мы делаем накидный крючок, и в арку одной воздушной петли предыдущего ряда мы выполняем просто один столбик с одним накидом. И все, далее у нас пошло опять то же самое, вяжем вокруг каждого столбика предыдущего ряда по столбику рельефному лицевому. И все, и в арке одной воздушной петли вяжем по столбику с одним накидом. Все, вяжем так до конца ряда. Итак, вот я провязал ряд до конца, я выполнил вокруг каждого столбика по рельефному лицевому столбику, и также в каждую арку из одной воздушной петли предыдущего ряда я провязал по одному столбику с накидом. Вот также в последнюю арку я сделал столбик с накидом и соединился в первый столбик. Приступаем к следующему ряду. Одна воздушная петля подъема, накид на крючок, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого столбика. Накид на крючок, рельефный лицевой столбик вокруг следующего столбика. Этот ряд простой, ничего сложного. Выполняем вокруг каждого столбика по рельефному лицевому столбику с одним накидом. Также провязываем вот эти все столбики. И вокруг этого же столбика также выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Вот я провязал здесь все столбики. Дошел до того столбика с одним накидом, который у нас был в арку одной воздушной петли. Делаю накид на крючок, и также вокруг этого столбика с накидом я вяжу рельефный лицевой столбик с одним накидом. Все, и так далее по кругу вяжем до конца ряда рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого столбика. Итак, провязали ряд до конца, выполнили в каждый столбик по рельефному лицевому столбику с одним накидом. Вот, и в этот столбик тоже, точнее вокруг него, которые у нас были в арках. Далее приступаем к следующему ряду. Выполняем одну воздушную петлю подъема и соединительный столбик в этот же столбик. Опять одна воздушная петля, соединительный столбик в следующий столбик, одна воздушная петля, соединительный столбик, следующий столбик. И так далее. Продолжаем до конца ряда. Выполняем одну воздушную петлю и соединительный столбик в следующий столбик. И так провязываем в каждый столбик. И вот у нас получается вот такая обвязка. Вяжем так до конца ряда. Итак, я провязал ряд до конца, выполнил нашу обвязку, соединительный столбик в каждый столбик и одна воздушная петля между соединительными столбиками. Вот здесь я выполнил соединительный столбик в наш столбик, который был в арке одной воздушной петли. Теперь делаю последнюю одну воздушную петлю и в самый первый столбик соединяюсь. Также соединительной петлей. Все, ряд завершен. Приступаем к следующему ряду. Делаем одну воздушную петлю и вокруг вот этого столбика, самого первого, делаем рельефный изнаночный соединительный столбик. Вот так крючок назад продеваем вокруг первого самого столбика и вытягиваем рабочую нить. Все, соединились изнаночным столбиком соединительным вокруг первого столбика.
Далее делаем 2 воздушные петли подъема. Они нам заменяют первый изнаночный столбик с одним накидом. Накид на крючок. Выполняем изнаночный столбик с одним накидом вокруг следующего столбика. Накид, изнаночный столбик с одним накидом вокруг следующего столбика. Опять накид, изнаночный вокруг следующего. Итак, продолжаем вязать до конца ряда. Выполняем рельефный изнаночный столбик с одним накидом вокруг каждого столбика. Получается не в предыдущем, а перед ним, который был. Предыдущий ряд у нас был обвязка, мы его не считаем. И вот эти вот столбики, которые у нас были с одним накидом, рельефные лицевые, вокруг каждого этого столбика мы выполняем теперь рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Все, вяжем так до конца ряда. Итак, я провязал ряд до конца, выполнил вокруг каждого столбика по рельефному изнаночному столбику с накидом. Провязал последний вокруг этого столбика нашего, который был в арке. И вокруг, которые у нас были воздушные петли подъема, наш первый начальный рельефный изнаночный столбик с одним накидом, я в него соединяюсь, но не в воздушную петлю подъема, а прям просто за сам столбик, вот так соединительной петлей. Далее приступаем к следующему ряду. 1 воздушная петля подъема, накид на крючок, рельефный лицевой столбик вокруг этого же первого столбика, не завершенный. Провязали, но не закрыли его до конца. Опять накид на крючок, рельефный лицевой столбик, незавершенный вокруг следующего столбика. У нас 3 петли на крючке, и теперь все 3 петли провязываем вместе. То есть мы выполнили 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом с общей вершиной. Далее делаем 2 воздушные петли, 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом с общей вершиной вокруг следующих 2 столбиков. Опять накид на крючок, провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом незавершенный, накид на крючок, рельефный лицевой столбик с одним накидом незавершенный вокруг следующего столбика. И теперь все петли провязываем вместе. Опять 2 воздушные петли, накид, вокруг следующего столбика провязываем лицевой столбик с одним накидом незавершенный, накид на крючок, лицевой столбик с одним накидом незавершенный вокруг следующего столбика. И теперь все петли провязываем вместе. 2 воздушные петли. Все, продолжаем вязать так до конца ряда. Выполняем вокруг каждых 2 столбиков 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом с общей вершиной. И между этими группами столбиков у нас везде будет по 2 воздушные петли. Все, вяжем так по кругу до конца ряда. Итак, я провязал ряд до конца, выполнил последнюю пару из 2 рельефных лицевых столбиков с одним накидом с общей вершиной и 2 воздушные петли. Теперь в вершину нашей первой пары из 2 столбиков я соединяюсь соединительной петлей. Далее приступаем к следующему ряду. В следующем ряду мы будем вязать в каждую арку из 2 воздушных петель. У нас будет попкорн из 4 столбиков с одним накидом, и между попкорнами по 3 воздушные петли. Итак, делаем соединительную петлю в следующую арку из 2 воздушных петель, 2 воздушные петли как первый столбик с одним накидом, и в эту же арку вяжем еще 3 столбика с одним накидом. Получается, у нас всего должно быть 4 столбика с одним накидом. Провязали, вытянули немного нить.
первую петлю подъема, получается как бы в вершину нашего первого столбика, мы вставляем крючок, цепляем нашу рабочую петлю и вытягиваем ее в эту петлю, в которую вставили крючок. У нас получился попкорн. 3 воздушные петли, накид на крючок, и в следующую арку из 2 воздушных петель мы вяжем 4 столбика с одним накидом. Вытянули нить, в вершину первого столбика вставляем крючок, цепляем нашу рабочую петлю и закрываем. Обратно 3 воздушные петли и так далее. Вяжем до конца ряда. В каждую арку из 2 воздушных петель провязываем попкорн из 4 столбиков с одним накидом, и между попкорнами у нас будет везде по 3 воздушные петли. Как соединиться, я вам покажу. Итак, провязали ряд до конца, выполнили в каждую арку из 2 воздушных петель по попкорну из 4 столбиков с одним накидом, и между каждым попкорном по 3 воздушные петли. Я выполнил последний попкорн, и нам по рисунку нужно выполнить последнюю арку из 3 воздушных петель, но мы ее будем выполнять следующим образом. Делаем одну воздушную петлю, накид на крючок, и в вершину попкорна, в первый столбик, мы выполняем столбик с одним накидом. Вот у нас получилась арка из 3 воздушных петель таким же размером. Далее мы приступаем к следующему ряду, делаем одну воздушную петлю подъема, и под эту же у нас получившуюся арку вяжем 1 столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, 2, 3. Пропускаем попкорн, в следующую арку вяжем столбик без накида. Опять 3 воздушные петли, в следующую арку столбик без накида. 3 воздушные петли и так далее. Продолжаем вязать до конца ряда. Вяжем 3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку. 3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку. Итак, мы выполнили все арки. 3 воздушные петли, столбик без накида в арку между попкорнами. Провязали ряд так до конца. Нам осталось выполнить последнюю арку, но ее мы выполним таким же способом, как и сделали в предыдущем ряду. 1 воздушная петля, накид на крючок, и в первый столбик мы провязываем столбик с одним накидом. Все, наша арка готова. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. Этот ряд у нас точно такой же. 3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку. 3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку. Все вяжем так до конца ряда. Соединиться вы уже знаете, точно так же соединяемся. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом в первый столбик. Итак, провязали все арки до конца и соединяемся все тем же способом. 1 воздушная петля, накид на крючок и столбик с одним накидом провязываем в первый столбик. Все, таким образом мы сделали нашу последнюю арку, и мы в центре этой арки. Приступаем к следующему ряду. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. Далее выполняем такой элемент, называется рогатка. Будем выполнять ее вокруг попкорна. Сейчас мы находимся вот над арками и получается между попкорнами, если посмотреть.
будем вязать вокруг следующего попкорна. Делаем 3 воздушные петли. Ой, 3 накида. 3 накида на крючок. И вокруг вот следующего попкорна выполняем рельефный лицевой столбик с 3 накидами. Вот так это выглядит. 1 воздушная петля, 2 накида на крючок. И в первый провязанный накид и петлю, которую мы провязали, вот здесь около попкорна они, мы провязываем столбик с 2 накидами. Вот у нас получилась такая своеобразная рогатка. То есть ножка и 2 столбика. Вот первая арка, в которой у нас был столбик без накида. И теперь в следующую арку, в эту следующую арку мы соединяемся столбиком без накида. Вот такой элемент у нас получился. Далее 3 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. Теперь выполняем опять точно такой же элемент, рогатку. Только пропускаем следующий попкорн и вокруг следующего попкорна. У нас будет здесь чередоваться. Вокруг. Будет через попкорн у нас будет рогатка. 1, 2, 3 3 накида на крючок. Пропустили 1 попкорн. Вокруг следующего выполняем рельефный лицевой столбик с 3 накидами. Одна воздушная петля, 2 накида на крючок и в первый провязанный накид и петлю над попкорном вяжем столбик. Зацепилась нить, 2 накида на крючок и провязываем столбик с 2 накидами. В следующую арку вяжем столбик без накида. Далее опять 3 воздушные петли. Столбик без накида в следующую арку. И так далее вяжем до конца ряда. То есть сейчас мы делаем 3 накида на крючок, пропускаем 1 попкорн, и вот вокруг следующего попкорна вяжем столбик с 3 накидами, рельефный лицевой вокруг попкорна, 1 воздушную петлю, вот эта арочка у нас получается, и столбик с 2 накидами мы провязываем в первый накид столбика с 3 накидами, который только что провязали. В эти арки в следующем ряду мы будем провязывать попкорны. Все вяжем так до конца ряда. Вот я провязал все рогатки, чередуя вокруг попкорнов через 1. А последнюю арку 3 воздушных петель мы заменяем также 1 воздушная петля, накид на крючок. И в первый столбик провязываем столбик с 1 накидом. Далее следующий ряд 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же в эту же арку. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В арку 1 воздушной петли, где у нас была рогатка, мы выполняем попкорн из 4 столбиков с 1 накидом.
Далее опять 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В следующую арку из 3 воздушных петель соединяемся столбиком без накида. Далее опять 3 воздушные петли. И в следующую арку одной воздушной петли, которую у нас в рогатке, выполняем 4 столбика с одним накидом и закрываем их в попкорн. Опять 3 воздушные петли, 2, 3. Соединяемся в следующую арку 3 воздушных петель. Опять 3 воздушные петли и так далее вяжем до конца ряда. Вот такие у нас получаются попкорны. 3 воздушные петли, попкорн. 3 воздушные петли, соединяемся в арку 3 воздушных петель столбиком без накида. Опять 3 воздушные петли. Все, вяжем так до конца ряда. Итак, я провязал все попкорны в арке рогаток до конца. Между попкорнами у нас 3 воздушные петли, столбик без накида. В арку 3 воздушные петли. Я выполнил последний попкорн. Теперь я делаю 3 воздушные петли и соединяюсь в самый первый столбик соединительной петлей. Далее приступаем к следующему ряду. Этот ряд у нас будет последний. 1 воздушная петля подъема. Теперь выполняем сплит. Сплит — это у нас будет 2 рельефных лицевых столбика с 2 накидами с общей вершиной. Первый будет вокруг вокруг второй ножки последней рогатки и вокруг первой ножки первой рогатки. Итак, сделали воздушную петлю подъема, 2 накида на крючок. Возвращаемся назад и вокруг второй ножки последней рогатки, предыдущей, выполняем незавершенный столбик с 2 накидами. 1, 2. 2 накида провязали, но не закрыли столбик. Опять 2 накида на крючок и вокруг первой ножки, самой первой рогатки впереди, выполняем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Выполнили. У нас получилось на крючке 3 петли. Теперь все эти 3 петли провязываем вместе. Далее в арку из 3 воздушных петель, которые у нас перед попкорном, мы вяжем столбик без накида. 2 столбика с одним накидом, 1, второй, удлиненный столбик с одним накидом, 1 накид на крючок. При столбике с накидом мы бы провязали сразу 2 петли, а потом еще 2, но здесь чуть-чуть по-другому. Провязываем сначала 1 петлю, потом 2, затем оставшиеся 2. Удлиненный столбик с одним накидом выполнили. Теперь 2 накида на крючок и столбик с 2 накидами в эту же арку. Первая половина лепестка выполнена. 2 воздушные петли закрываем в пико. Столбик с 2 накидами в следующую арку после попкорна. Удлиненный столбик с одним накидом. Провязываем сначала 1 петлю, потом 2, потом оставшиеся 2. Еще 2 столбика с одним накидом. 1.
второй, и столбик без накида сюда же. Вот наш первый лепесток выполнен. Вы смотрите по своей пряже, если у вас пряжа тонкая, если у вас будет образовываться здесь пространство в лепестке, вы можете сделать побольше столбиков. Смотрите по ситуации. У меня пряжа сейчас толстая и все плотно. Никаких дырочек, ничего не видно. Но вы можете сделать побольше столбиков. Далее 2 накида на крючок. Выполняем сплит вокруг второй ножки этой же рогатки. Не довязали. 2 накида на крючок. И вокруг следующей рогатки, вокруг первой ножки следующей рогатки, выполняем также незавершенный столбик, рельефно-лицевой с 2 накидами. 3 петли на крючке, закрываем их вместе. Вот так у нас получается. Далее опять лепесток. Столбик без накида. 2 столбика с 1 накидом. Удлиненный столбик с 1 накидом. Столбик с 2 накидами. Пико из 2 воздушных петель. Два накида на крючок, следующую арку вяжем. Столбик с 2 накидами. Удлиненный столбик с 1 накидом. 2 столбика с 1 накидом. И столбик без накида. Опять сплит. 2 накида на крючок вокруг второй ножки этой же рогатки. Выполняем незавершенный рельефно-лицевой столбик с 2 накидами. 2 накида на крючок вокруг первой ножки следующей рогатки. Выполняем незавершенный рельефно-лицевой столбик с 2 накидами. 3 петли на крючке, закрываем вместе. Все, соединяемся столбиком без накида. И так далее вяжем до конца ряда. Опять же повторюсь, лепестки вы можете варьировать количеством столбиков. Можете добавить после столбика без накида полустолбик, сделать 3 столбика с 1 накидом, удлиненный столбик, 2 столбика с 2 накидами. Можете сделать пико из 3 воздушных петель, но в принципе я не советую. Лучше оставить пико из 2 воздушных петель, оно смотрится аккуратнее. Вот, в принципе, и все. До конца выполняем лепестки. Вяжем так до конца ряда. Итак, я провязал последний ряд до конца, выполнил все лепестки. Вот такая красивая обвязка у нас получилась. Вот здесь в последнюю арку 3 воздушных петель я выполнил последние наши столбики. Столбик с 2 накидами, удлиненный столбик с 1 накидом, 2 столбика с 1 накидом и столбик без накида. Теперь я соединяюсь в наш первый столбик, сплит из 2 рельефных лицевых столбиков. Соединяюсь соединительной петлей. Ну и просто для своей подстраховки я еще в следующий столбик делаю соединительную петлю. Далее я делаю 1 воздушную петлю, разворачиваю работу и здесь за какую-нибудь ближайшую петлю, ниточку цепляйтесь также соединительной петлей, чтобы у нас это дело все шло назад и здесь ничего не было видно. Соединились раз, соединились
2. Ну, вы можете этого не делать, но я на всякий случай сделаю. Обрезаем нашу нить. Вытягиваем ее. Все, она у нас уже в любом случае никуда не денется. И все здесь сейчас я вот под вот эти петли за столбиками лепестка просто все это дело спрячу и где-нибудь потом раздвою пополам. Вот здесь у меня нить из 4. Я раздвою ее, под одну петлю продену 2 ниточки и другие 2 нитки я оставлю. И на 2 узелка просто завяжу и обрежу кончики. Все, ничего с этим не будет, не распустится никогда в жизни. Все, работа завершена, осталось только заблокировать.